Друзья, добро пожаловать в Таджикистан, город Худжанд. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Даем 3 месяца бесплатного эквайринга. А еще терминал и кассу. Откройте бесплатный счет для бизнеса. Спалось в Худжанде очень хорошо. Сначала было желание вечером у других людей включить кондиционер, но я настоял не делать этого. Просто оставил балкон открытым, и вот это вот, хотел сказать, морская прохлада. Речная прохлада — это просто кайф. Утром просыпаешься, свежо. Даже не хотелось вставать, если честно. Ну и все, и отправляемся в путешествие. Путешествие в Исфару. По дороге купил сим-карту, но оказывается, сим-карта моя теперь не работает в моем телефоне. Мой телефон заблокировали, так как я был уже в Таджикистане, один раз использовал. Вот эта система, конечно, не очень такая приятная для туристов, которые там несколько раз приезжают. То есть все, мой телефон стоит в черном списке. И, как сказала девушка, вам нужно 200 баксов заплатить, чтобы разблокировать, чтобы пользоваться своим же телефоном. Ну, пришлось использовать Настин телефон. Ну, а так просто все прекрасно. Еще один очередной счастливый день из моей жизни. Маршрут наш проложен до города Исфара. Чем знаменит этот город? На весь мир, можно сказать. Это местность, где практически все заняты выращиванием и переработкой продукции персиковых деревьев, абрикосовых деревьев. То есть очень много абрикос выращивается в этом районе, и самый лучший абрикос считается там. То есть большая часть абрикоса, которая продается в России, родом из Исфары. Изначально планы были ехать вообще в другую сторону, в полную противоположность той, к которой мы едем. Но позвонила жена, и где-то она насмотрелась в Инстаграме, там, в общем, красивое видео про таджикский урюк. Вот поэтому жена сказала, муж сделал, как говорится у вас. Если честно, я уже в предвкушении, потому что мы сейчас проезжали участок, где ремонтируется дорога. Ну и там пыльно, естественно. Но даже среди этой пыли стоят персиковые деревья. Они как раз попали вот на эту полосу, где ремонтные работы идут. Несмотря на пыль, вот этот красный, сочный цвет персика все равно пробивается на свет. И уже вдоль дороги очень часто попадаются люди, которые продают персик. Желтый, красный. Но это только начало, мне кажется. То есть дальше будет интереснее. Неохота останавливаться на такие мелочи. Когда ты в этих странах находишься, то есть открывается рот уже не после одного увиденного ведра персика, а когда их много там. И мы вчера, получается, заезжали в Худжанд ночью, пока ехали до отеля, попали на какой-то местный рынок, где бахчевые продаются. Очень большой, очень реально большой. Я даже не ожидал. В принципе, город не такой уж и большой, Худжанд, а точка мощная. Там сотни тонн арбузов и дынь всевозможных. И вообще, этот год урожайный на арбузы и дыни. Очень много. Арбузы стоят дешево. Вот начинаются заправки. Видите, они все
разбитые. Здесь как раз вот была перестрелка между солдатами Киргизии и Таджикистана. Место мы уже, это получается, проезжаем третий раз, оно уже нам знакомо. Здесь, конечно, тоже опасненько снимать, потому что реакция может быть разная у людей. Ну, мы типа туристы. Мы просто туристы. Мы снимаем красивые деревья. Ну, последний раз, когда я здесь был, здесь меньше народ было. Я сейчас смотрю, более такая оживленная улица, восстанавливается. Мне вот интересно всегда, если я вот сейчас возьму и сверну в ту сторону, вот кто мне что скажет? Я же, например, не знаю, здесь нет никаких погранзастав. Вот если кто едет первый раз, он может ошибочно повернуть и, получается, и попасть на территорию кыргызских кишлаков. Я все-таки остановился. Стоит сотрудник, ну, видно, я не знаю, какой-то участковый, может быть. Я говорю, что будет, если я сейчас заеду вот туда, вот в тот кишлак, где кыргызский флаг? Он говорит, нет. Я говорю, ну ты же, мы, говорит, охраняем. Я говорю, а как вы охраняете? Это я сам к вам подошел. Тут спокойно вот с русскими номерами катаются, ну потому что много киргизов, у кого гражданство есть, поэтому без проблем. Ну, по-хорошему мы тебя должны, короче, оштрафовать. По-другому хорошему мы тебе скажем, не надо туда ехать. Вот есть официальная таможня, езжай. Но чтобы вы понимали, это идет дорога, вот Таджикистан, вот кусок Кыргызстана. И стоит магазин вот именно на этой стороне. Я говорю, я могу зайти в этот магазин? Я же, вот она, дорога, вот. Ни забора, ничего. Да, говорит, ты можешь зайти в магазин. Я говорю, а какой валютой мне расплачиваться? Лучше, говорит, рублями. Тут я просто, ох. Я говорю, вот у меня есть таджикские самани. Нет. Ну, прикольно. 21 век. Дай бог все это разрешится когда-нибудь. И все будет хорошо. И дороги будут просто дорогами, направлениями. Тамилджан, хаджи. А вы хадж сделали? Хадж сделали? В общем, перевел я, сколько на рубли стоят персики. 40 рублей килограмм. Все, да, 40 рублей? Не, по-нашему. По-вашему, сколько, 5 самани? 5 саман. Ну, это плюс-минус 40 там. А есть прям крупные, большие? А как это называется сорт? Это сорт Лола. Лола. Привет вам от Лолы. Так, ну это уже... Ну это такие же, да? Да. Смотрите, они прям... Блин, они на дереве прям холодные. Несмотря на жару, они холодные. Ну, сейчас... Топ внизу 500 метров. А можно пройтись, посмотреть? Заходите оба, сколько хотите. Там, когда придете, Ага. в тот сторону придете, там большие тоже есть. А сколько туда надо пройти, чтобы большие увидеть? Вот, поедете вот до конца, а? До конца пройдете. Угу. Вот дорога есть, да? Ага. Вот до дорога кончается, Гранада есть. Гранада, знаете? Да, Анор. конечно, Анор. Анор. Там закрыто будет, ничего нет. Потом в тот сторону придете. Хорошо уйду, получается. Все, да, спасибо. Вот, пожалуйста. Змей нету? А? Змей нету? Нет, нет. Сезон урюка прошел, но
Сейчас, похоже, сезон персика. Не знаю, начинается, но идет. Идет. Идет, гудет. Пока попадаются только обычные вот эти вот. У нас их в России называют нектаринами. О, лысые. Здесь тоже персик. Нектарин, персик, лысый. Здесь живут работяги. Выращивают персик, абрикос, скотину. То есть под деревом, а также, я не знаю, высеют они эту траву. Или сама растет. Все это дело косится, тюкуется. Вот сезон работает. Ну, судя по толщине вот этого дерева, это абрикос. Как минимум, наверное, лет 20 этому дереву. Молодые деревья в основном персиковые. Судя по тому, что я вижу, большая часть урожая собрана в этом саду. Но вот есть какие-то зеленые даже еще. Зеленыши. Они еще не поспели. Жалко, конечно, что когда все это доезжает до нас, это стоит уже конских денег. Вот, Настя, красивые персики. Персик называется красавица. Но они еще жесткие. Но очень красивой формы. Такой еще зеленоватый. Вы пробовали хоть раз компоты из персика без добавления сахара, холодные, с лимоном и с мятой? Всем советую это сделать при наличии персика недорогого. Это нечто. Вообще мой самый любимый компот, номер один для меня. Давайте сделаем 3 номер 1. Это персиковый, это компот вишневый и компот виноградный. Не помню, как сорт называется. Бабушка всегда делала. Помню, что на дамский пальчик похоже, но розового цвета виноград. Это обалденные, вкусные. Это как полет для пилота. Вот эти вот прям, он нажимается. Блин, он нажимается. Дедушка нам разрешил. Я чувствую, что вот это просто бомба. Пробуй. Сейчас запах вообще манящий и очень вкусный. Настоящий. Но он прям мягкий. Он прям мягкий. Скажи-ка, внутренность. Обалдеть. Вкусно? Вот почему нам такие не приезжают, да? Нам приезжают обычно дубовые. Дубовые, которые едут неизвестно сколько и еще будут Потому что поспевать. собирают зелеными, они толком не отспевают. Вот он сейчас здесь поспел на дереве, а этот спеет в ящике. Вообще обалденный. Настоящий таджикский персик. Настя так ест, я тоже захотел. Мы все равно сейчас купим у дедушки. Слушай, Денис радуется, как ребенок чупа-чупсу какому-то. Офигеть. Блин. Вот если это дело выжать все и закинуть просто кусочки льда, у меня вообще нет слов, вот реально. Вот он просто готовый. Как моя жизнь. Спасибо большое, что разрешили посмотреть. Мы у вас попробовали, знаете, какой персик? Здесь таких нету. Вот такие вот, только больше. Так, что, Настя, возьмем? Возьми.
А у вас есть пакетик? Да. Дайте, пожалуйста. Настя, наберешь? А эти тоже по цене-то? Или Да. все одинаковые, да? Настя, вот таких тоже кинь парочку. Да, вот таких вот. И вот таких вот. Какой хочешь, давай. Большие, ладно. Да? Сколько штук не взять? Да я не знаю, чтобы съесть, чтобы у нас не тухли они в машине. Чтобы не выкидывать. Пробуем вот такой вот. Это вообще что-то другое. Это как женщина с хорошим парфюмом. Если все это дело охладить, это просто бомбически. На сдаче нам дали вот таких вот белые нектарины. На компот пойдут. Лучше красного цвета. Очень сочные, менее сладкие. Холодные, наверное, вкусные будут. Но первые два бомба. Настя тоже ест. Очень понравились ей. Да, Настя правильно подметила. Вот что значит солнце. Смотрите на его цвет. Он как кровавая Мэри. Он реально красивый. Люди едут, какие-то придурки рассматривают абрикосы с персиками. Ну, блин, у нас просто такого нет, поэтому мы и радуемся этому. Вот, прям на солнышке. Какие кадры, Настя. Остановились посмотреть. А, здесь даже инжир уже поспел. Настя, смотри, уже инжир есть. А инжир почем? Инжир почем стоит? 20 самани, да? 30 самани, килограмм? Да. Так, 30 самани килограмм, это... Забыл, надо переводить. Здрасте. Да мы только что это останавливались, вон покупали там. Просто увидели рынок большой, интересно. Да. Здрасте. А эти почем персики? 8. 80 или 8? Я понял. Ну, очень крупные. Они реально очень крупные. А тут сколько в килограмме таких? 4 штуки будет? Да. 4 или 5 штук килограмм. Вот. Это просто все персики. Так, бабушка попросила снять ее с тыквой. То есть... Все, сейчас, секундочку, я фотографию сделаю там. Сейчас, секунду. Обещал сделать фото, надо сделать фото. Все, спасибо. Все, спасибо. В общем, с этого рынка просто так не уйдешь. Пришлось купить баклажку, ну все равно это дешево. За 400 рублей, вот так вот. Вот эта штука, я не знаю как, полная урюка. На, Настя. Остановились возле вот такого вот арыка, хотел сказать, артезиана. Нужно набрать воды. Вода холодная. Прям хорошая. Руки мыть. Потому что
очень часто приходится кушать сладости по дороге. Не знаю, я один раз такую воду попробовал, мне чуть плохо не стало. Настя, смотри, не упади там в воду. Вода эта для питья непригодная, потому что она... Настя просто не распробовала. Сначала говорит, да, нормально, хорошая. Она горчит. Ну, растениям нормально. Людям нет. Не, сейчас мы собираем, да, потом мы отделяем уже от кожуры и все. Ехали и увидели, что здесь что-то собирают. Сначала подумали, что это персики, а оказывается, это миндаль собирают. Сейчас. Это не громбил? Сейчас, подарочка один. Это подарок вам. Да, это же просто, как вам сказать. Это так отделяем потом. Попробуйте. Да, сейчас я вам ему. Чуть подождите. Да не, мы не торопимся. Нет, мы пол мешка или мешок дадим. Пол мешка? А чё нам с ним делать? Что? Будете есть дома. Это же миндаль. Ну, запах миндаля, да. Это же миндаль, это же не просто это, да. Это очень ценная вещь, между прочим. Для мужчин? Нет, для этого. Для всех. Сердечно-сосудистой системы, да, это очень полезная вещь. И урюк тоже, говорят. И урюк тоже, да. Это очень хорошая вещь. Максимум сколько можно с дерева снять миндаля? Это от сорта зависит. Ну, вот хороший Еще сорт. от сезона зависит. В этом году жара стоит, да? Вот этот ветер идет, да? После обеда это какой-то силовой поток идет тепла. Поэтому очень сейчас такое время, да? Ну, плюс-минус сколько выходит в среднем? Ну, 5-10 да, 10 что, ведер? килограммов, да? Килограмм. Чуть-чуть вверх, а там больше дают. Это, да. Все от дерева зависит. Давайте чуть-чуть даже посмотрим. Спасибо. Идемте. Есть такие, Давайте. Ну, Настя, возьми. есть такие деревья, да, очень много дают. Прямо вот здесь. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Даем 3 месяца бесплатного эквайринга. А еще терминал и кассу. Откройте бесплатный счет для бизнеса. Здесь вот дерево сзади меня. Там много. Чем пышнее дерево, тем больше. Орех вкусный. А я вообще не люблю орехи, но это вкусно. Видите, как хозяин с какой любовью рассказывает за деревья свои. 25 килограмм, да? Запросто, да. Вот. Ну здесь видно, они крупные прям. Конечно, потому что вот, чуть выше, да, чуть еще больше будет. Они Да. здесь как эти абрикосы размером. Да. Если честно, я первый раз вот вижу. Я видел, как он растет, но вот чтобы вот раскрытый, это вот... Да, уже здесь. А это переводится на русский язык, да, как миндаль, кони, бодон. Бодон это же миндаль. Ну да. Да. А кони как переводится? Конь это типа больше миндаля здесь. Вот так можно переводить. Конский миндаль. Да. Это, между прочим, только у нас в нашем Блин. районе много миндаля. Да? Ну да. Дальше сейчас как раз райцентр будет Канибадан. Ведь куда сейчас идет? В ту сторону, да? Из фара. Из Фара? Ну да, Из через Фара. Канибадан. Да, Я, наверное, неправильно ударение ставлю. из Фара. Да. Это наш соседний район. Да, это миндаль. А там, между прочим, миндаль нету. Ну, а из фара чем вообще славится? Абрикос? Да. Только абрикос. Абрикос. Вообще-то у нас вот такой сухой, вот наш район, да, соседний, но климат там чуть по-другому. Там горы, а здесь долина, да, здесь тепла много. И сразу этот абрикос намного слаще здесь. Да. Сейчас заскочим домой, я отдам
сколько надо абрикос. Просто вот так. Спасибо. Конечно, а что, я 22 года там был, между прочим. Да. У меня прописка там еще. А, вы гражданство, да? Конечно, все. А, скажите, пожалуйста, его сушить надо или он все готов? Ну, или можно чуть-чуть? сушить, да. Сушить можно. Это у меня удостоверение российские. Ну так да. и езжу здесь. А ничего не говорят? Нет. Что говорят, здесь одна нога у всех в России. Такого понятия здесь нету. Просто там в новостях, да, там разные. Ну да. А Это там не будем нет. в плохое это. Я вчера утром троих внуков провожал в Сургут. У нас кишлака в неделю минимум 4 раза автобус идет прямо до Сургута. Отсюда? Да, прямо нашего кишлака. Двухэтажные автобусы, да, немецкие. Каждую неделю минимум В Сургут? 4 раза. В Сургут до Вартовска. Я вчера внуков провожал троих. Да. Поэтому здесь такого понятия нету. Здесь как дома чувствуете. Конечно. Спасибо. Это средства массовой информации, там Ну, очень много там разные. Это. Ну, поэтому здесь чувствуете как дома. едем к Артук АК домой. Сейчас Домой, да. нам покажут, как... Уже, наверное, высушенный, да? Высушенный, да. Уже высушенный миндаль... Ой, не миндаль, урюк, абрикос. Абрикос, да. А сколько в среднем вот одна семья снимает абрикоса? Ну, если у кого есть, это, да, такая земля, да, участок, да, по-разному. Ну, вот в среднем плюс. Это от урожайности зависит все. Если хороший урожай будет, больше будет. Если в этом году типа средненько получается. Немного, не меньше, но средний, нормально. Да. Все нормально. А так, Салам алейкум. Салам алейкум. Мои внуки, они чисто по-русски разговаривают. Привет. Все. Зайнабджон это, да. Здрасте. Они хорошо разговаривают. Аблоджон, Это все внуки? да, они с Грузии. Они сейчас, А еще и по-грузински, наверное, говорят, да? может, по-грузински тоже шпарят. Как будет по-грузински «здравствуйте»? Габарджева? Меня зовут Абло Ньюмар. Это Абло, это Умар. Да. Очень это приятно. маленький еще Мухаммаджон. Пью постоянно его. Я хорошо разговариваю с ним. Ух. Вот так сушим мне. Вот здесь, вот, да, вот здесь сушим, да. Это вот как раз я хочу сказать всем тем, кто забывается, что все мы люди и пытается осудить по национальному признаку и по многим другим моментам. Не смотрите на его скромность, он может в России работать, но здесь он намного выше по уровню даже вас будет. Ну, не только в России, в любой другой стране выглядеть скромно. Вот именно как раз этот пункт. Я уже с этим много раз сталкивался, потому что выглядит скромно человек. Ну, не скажешь вообще, кто он, обычный работяга, а вот его жизнь. Вот так вот делается крут. Здесь еще вот, смотрите, вишня, по-моему, сохнет. Вот он настоящий домашний, из козьей, хотел сказать, шкуры, из козьего молока. Аккуратнее. Все нормально. На, Настя, пей. Сейчас, можно еще стаканчик? Ключевой водицы напиться. Это у вас колодец или привозная вода? Привозная? Можно еще? Сейчас зеленый чай будет давать. Зря мы купили урюк. Нам подогнали 2 урюка, а тот, который мы купили, сказали, его лучше курицам отдать.
здесь работаем, да, это точно. И мешок миндаля. Сейчас 3 раза сделаю. Да, да, Туда-сюда. обязательно 3 раза. Ну, Обязательно. мы это знаем. Мы это Да, знаем. да, 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 да. Ну, с чем-то это связано. Насыщается, по-моему, кислорода, вот так. Да, сказать. перемешивается, насыщается Да, да, да. кислородом. Но там еще есть другая трактовка. Есть. Это внимательное отношение к чаю, Да, что-то да, такое да, там. да. Ну, Как какой-то ритуал. может да, быть. да, 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 да. Да, закон был? Это сколько у вас внуков получается? Мне 15. 15 внуков? А сколько детей? 4. Это от 4 15. Да, у меня старший в Сургуте, да, 4. Я 3 вчера провожал Ага. от старшего. Второй в Грузии, вот все у них 5 здесь. Пока они здесь. Она старшая, В Грузии не так жарко. ну он звонит, да, там тоже жара стоит. Такая же? Не, там Попрохладнее. всё равно здесь по-другому. Третья дочка, она в Вартовске. Нижневартовск, да? Нижневартовске, да. И младший тоже там у меня. Как они к холодам привыкают? Привыкли? Ну да, я же 22 года там. Да. Я, знаешь, Там они всегда удивляюсь, вот узбеки, таджики, кыргызы, они могут в России жить вот в таких условиях. Нет, вот где русские не могут жить, вот они к холодам лучше приспосабливаются, там чем мы. у нас Я, например, проблем не будет. мне тяжело. Он может идти в маечке даже в мороз там в 30. Я 50 раз заболею. Вот всегда бью, всегда маленького моего брата Мохаммеда. Всегда бью. Всегда берет что-то моего маленького брата. А, всегда он бьет маленького моего брата Мухаммеда. Кто? Его зовут Мохаммед. А, короче, Мухаммед Мухаммеда. В общем, стол накрыли. Марджон. Аблоджон. То анжир канды метониме? Это второй. Это, 3 раза за год урожай? да. Третий не успеваешь. Это уже поздно будет. Да. Это второй раз уже. Да. Это второй раз. Второй урожай сейчас, как раз в августе. Да. Я вообще, честно говоря, первый раз слышу, что Да. инжир столько раз урожай И дает. третий, да. Не созревает, да, третий. А это второй, пожалуйста. Это второй. Да. Еду вообще не надо. Не, Так. Да. Можно попробовать. Давайте. По-моему, вы знаете, вот финики 3 раза дает урожай. Да, финики. Не, по поводу фиников не знаю. 3 раза точно дает. Я же бил. Прям с дерева. Да, я там бил. 3 раза дает, да. А у нас в Таджикистане вот этот инжир 2 раза дает, третий уже не успеет уже это будет. Поздно будет. Осень будет. Это второй урожай, пожалуйста. Это второй. А первую куда деваете? Не, первый уже в апреле уже. Первый урожай дает, потом второй, потом третий уже. А Васька Из-за слушает этого и климата, ест. всё. Из-за климата. То есть вы абрикос, который вот с вашей долины, всегда отличите от любого другого? Можно, запросто. Даже в Таджикистане у нас по-другому. Визуально или по вкусу? По вкусу. Груша, которой 70 лет. А можно подойти к ней поближе? Да, К дереву. Это 70 лет, это груши. Огромные. Да. Ну, А, ну, плоды есть. Плоды есть. есть плоды. Ну, Это такие... даже интересно, вот 70 лет дерево, да? Есть до сих пор, вот, есть. Да. Ну да. Кругленький, маленький. Да. Ну, есть все равно. Все, спасибо вам большое. На всякий случай, вот это, да. Спасибо вам большое за гостеприимство, Ну, за орехи, ничего, все нормально. за урюк. Да. На всякий случай. Да, случаи разные бывают. Это долго живут груши тоже. Это.
А его сушить не надо, вот миндаль будет? Это уже не надо. А он уже все готовый, да? Да. Это уже ничего не надо. Да. Помочь? Нет. Все. Всё нормально, да? Да, да. Это Анжи, да, обязательно. До свидания вам. Спасибо большое. Спасибо. Хороших вам урожаев. Честно сказать, у меня нет слов. Сами все видели. Добро пожаловать в Таджикистан. Единственный косяк мой. Ну, блин, что, лучше его признать, чем не признать. Это когда я задал вопрос, а сколько у вас выходит в среднем. Надо было понять и не настаивать, а я все продолжал и продолжал. Вообще в Средней Азии, вот такой вот малый бизнес назовем, не особо любят углубляться в объемы. Ну, потому что с какой целью ты вот это спрашиваешь? Налоговик ты? Увидит ли государство, что ты там хорошо живешь? Деньги любят тишину. Поэтому как-то так. Теперь я точно знаю, что чем красивее урюк, тем больше в нем химии. Любой красивый урюк обрабатывается серой, для того, чтобы там не заводились жучки, червячки, паучки. Натирается маслом, делается красивым, все сбрызгивается сиропчиком. Вот. И увеличивается время его хранения. Да. Лучше вот такой брать, проверенный. А что делать с первой баклажкой, где качество похуже? Нам сказали, промыл, на ночь берешь там какую-то посудину, залил кипятком, 12 часов он постоял, и утром все это дело пьешь. Повторно заливать не нужно, то есть дальше выкидывается. Это очень полезный настой, хотел сказать отвар, настой, полезный для сердца. Вообще урюк он для сердца полезен, абрикос. Хотите жить до 120 лет, ешьте урюк. Необработанный серый. Конечно, неправильно спрашивать у женщины, сколько ей лет. Но я знаю, Насте 42 года. Кто из вас может сказать такое? 42 года. Человек постоянно ест урюк. В день по 130, да, план? 130 грамм. Не меньше грамма, не больше. Не меньше и не больше. До Исфары 27 километров. Но мы что-то здесь заплутали. Maps.me начал подтупливать и завел нас вообще непонятно куда. Мы сейчас едем, получается, в сторону гор. Здесь вообще нет растительности, все выжженное. Очень сильное солнце. Как будто какой-то апокалипсис прошел. Подумываете об открытии бизнеса? Запустите в августе с Альфа-банком и не платите за эквайринг, терминал и кассу 3 месяца. Откройте расчетный счет сейчас на alfabank.ru. Альфа-банк – банк для бизнеса. Остановка. Проехали вывеску, на ней было написано Исфара. Вот тут что-то. Тенек. Здесь реально вообще нет травы. И очень ветрено. Вот еще какая-то остановка. Наверное, раньше автобусы ходили. Может быть, междугородние, междугородние. Здесь вот можно было посидеть в тени.
Стол бетонный. Ну, этой остановке точно лет 30. Потому что здесь все так крепенько держится. Если, конечно, сюда закинуть человека, убрать все опознавательные знаки среднеазиатские, не поймешь, где находишься. То есть вот просто не поймешь и все. Я бы, конечно, потерялся в пространстве. С этими диетологами обедом даже и не попахивает. Шанель номер 5 в мире персиков. Даже горячий вкусный. Вон каперсы растут. Здесь даже каперсы растут. Вкусно. У нас сейчас есть дыня и арбуз, но они горячие. Вывеска из фара удачно пройдена. Смотри, сверху, когда смотришь на этот город, это вот какой-то зеленый оазис посреди выжженного участка. Это прям на въезде в город везде абрикосовые деревья. Везде деревья. Значит, здесь есть вода. Там, где вода, там есть жизнь. Да, Настя? Да, с тобой полностью согласна. Поймал себя на мысли, наверное, здесь есть конфеты, урюк в шоколаде, должно быть, но если его здесь много. Какие-то лимонады. Вот в Дагестане, я точно помню, из урюка делают этот такой лимонад, не газированный, просто напиток, очень вкусный. Ну, еще что-то связанное с урюком. Не только первичная переработка продукции. Не успел я сказать про вторичную обработку, и тут же консерва Барвори завод. Что, может, я неправильно сказал, какой-то консервный завод. Но точно не рыбу здесь консервируют. Значит, наверное, абрикос. Знаешь, вот эти вот, как ананасы кольцами, шайбы вот эти. Ну, так, может, и абрикос сделал. Я бы, конечно, с удовольствием приобрел, да, эту продукцию, попробовать, интересно. Все-таки из фара. Мы на месте. Главный атрибут города, вон он впереди красуется, желтенький персик. Хотели пойти вот посидеть в это кафе, но все столы, которые возле воды, они заняты. Сейчас пытаемся найти место, где бы присесть. Ну, прикольно здесь. Вода, конечно, такая вся не грязная, а заиленная. С гор идет. Но место хорошее. Ну, как раз в жарких странах возле таких мест и большинство кафе находится. На плов мы не успели. Ну, я так понимаю, вот это все обычные столовые. Шведский стол, сам себе накладываешь. Настя горох с курицей, салат. У меня суп, рассольник перловый, куриные крылья, чай. Приятного аппетита. Неудобно. Это, оказывается, рассольник. Меню больше на русское похоже. Это не только в этом заведении. Во многих. Хорошая локация. Здесь осенью прям кайфово сидеть. Сейчас вот суета какая-то. И еще бы бокальчик холодного. Ой.
Рассольник от бабы Кати. Интересно, здесь есть рыба в этой реке? Ну, должна быть. Я не думаю, что эта река когда-то пересыхает. Кто-то в ней плавает. Какая-нибудь маринка. Хотели арбуз сейчас заказать здесь, а он не из холодильника. Вот в первое место, куда мы зашли, там была и локация хорошая, и такая еда более под национальную. У меня что-то все лицо горит. Перца наклал, он очень острый. Я бы сейчас нырнул и поспал бы. Сидели мы вот в таком заведении, называется Тахтача. Это тахта, стол или что это? Стол или... Не знаю, в общем, что-то со столом или скрывается тахта. Или курпача, тахтача. Ну, понятно. 200 метров до абрикоса. И очень красиво его покрасили. Смотрите, он такой прям желтого цвета. Видно издалека. Мы сначала хотели поесть, а потом, думаю, поедем, поищем его. Ну, быть в Исфаре и не подойти к абрикосу. Почему-то мне персик постоянно на слуху. Ну, к нему мы точно, наверное, не подойдем сфотографироваться. Никак это не получится. Только издалека. Только издалека. Абрикос издалека. Красиво сделали, но только тут собаки навалили на газон от души. Клали они на этот персик. Блин, опять персик. Абрикос. Он потек. Ну, не знаю, мне понравился. Символ Исфары. Прощай. Ехали и приехали на территорию пограничной заставы. Оказывается, это Узбекистан. А навигатор ведет прям напрямую. Я сейчас думаю, что здесь солдаты с автоматами ходят. Вот как раз вон они идут, смотри, нас, видишь, вдоль реки. Так вот, здесь вот эти всякие анклавы, какие-то вот аппендиксы, постоянно залетаешь на них. Сейчас идет не через Исфару, а через другой город. Какой? Сейчас. В общем, катаемся. На обратном пути мы так подумали и решили, надо есть персики. Еще затарились. Пол пакета. Реально вообще никакой еды не хочется. Персиков и воды. И в Ираке руки помыть. Приезжайте в сезон в Таджикистан. Начало августа. Всем пока.